28 ноября 1953 года. Нью-Йорк. 43-летний ученый Фрэнк Олсен с разбегу пробивает закрытое окно на 13-м этаже отеля «Статлер» и разбивается насмерть. Полиция быстро закрывает дело. Типичный суицид на почве нервного срыва. Но Фрэнк Олсен не был обычным ученым. Он был ведущим биохимиком армии Соединенные Штаты Америки. И за несколько дней до смерти он выпил стакан ликера «Куантро», в который его же боссы тайно подмешали огромную дозу экспериментального наркотика. Семья Олсена узнает правду лишь спустя 22 года. Фрэнк не сошел с ума. Он стал жертвой самой страшной, незаконной и бесчеловечной программы в истории американских спецслужб. Программы, чьей целью было абсолютное подчинение человеческой воле. Вы на канале «Код доступа». Сегодня мы вскрываем черные архивы Лэнгли. Мы расскажем, как ЦРУ годами похищала, пытала и ломала психику тысяч собственных граждан в поиске сыворотки правды и идеального оружия контроля разума. И мы ответим на страшный вопрос: почему авторы этого садистского эксперимента так и не сели в тюрьму? Проект МК Ультра. Погружение разрешено. Начало 1950-х. Холодная война в самом разгаре. Американское правительство впадает в состояние абсолютной паранойи. Из северокорейского плена возвращаются солдаты Соединенные Штаты Америки, но с ними что-то не так. Они публично отрекаются от своей родины, признаются в военных преступлениях, которых не совершали, и искренне верят в коммунизм. В ЦРУ начинается паника. Директор Ален Даллес уверен, Советский Союз и Китай создали идеальное оружие — технологию промывки мозгов — брейнвошинг. Лэнгли решает, если коммунисты умеют программировать людей, Америка обязана научиться делать это лучше, быстрее и жестче. 13 апреля 1953 года Ален Даллес ставит подпись под секретным документом. Дается старт проекту МК Ультра. Буквы МК означали контроль разума, а Ультра — высший уровень секретности. Их цель звучала как сюжет фантастического фильма — найти вещество, которое заставит человека выдать любую тайну. Создать амнезию, чтобы агент забыл о задании сразу после его выполнения. И главное — научиться программировать идеальных убийц, которые выстрелят в цель, а потом даже не вспомнят, как нажали на курок. Но чтобы создать такое оружие, нужны подопытные. И ЦРУ решает использовать тех, кого не жалко — собственных граждан. Знакомьтесь. Доктор Сидни Готлиб, главный химик ЦРУ, черный маг Лэнгли и руководитель МК Ультра. Готлиб был парадоксом. Он пил козье молоко, увлекался духовными практиками и при этом лично разрабатывал яды для убийства политических лидеров, включая Фиделя Кастро. Именно Готлиб решил, что ключом к контролю над разумом станет малоизвестный тогда швейцарский препарат – диэтиламид лизергиновой кислоты – ЛСД. ЦРУ тайно скупает весь мировой запас ЛСД. И начинается безумие. Сначала Готлиб тестировал кислоту на добровольцах и агентах ЦРУ. Тот самый Фрэнк Олсен, выбросившийся из окна, был одним из них. Но добровольцы знали, что принимают наркотик. Их мозг был готов. Готлибу же нужно было знать, как сломается психика неподготовленного человека, того, кто ничего не подозревает. Так родилась операция «Полуночная кульминация». И это звучит как грязный детектив. ЦРУ организует в Сан-Франциско сеть борделей. Они нанимают профессиональных проституток. Задача девушек – заманивать клиентов с улицы, подсыпать им в напитки огромные дозы ЛСД и уводить в спальню. А теперь самое жуткое. За стенкой этой спальни, за огромным двусторонним зеркалом, сидели агенты ЦРУ. Они пили мартини и хладнокровно, с блокнотами в руках, записывали реакцию случайного человека, чей разум в этот момент разрывался на части от сильнейших галлюцинаций и панических атак. Клиенты не могли пожаловаться в полицию, ведь они пользовались незаконными услугами.
Идеальная ловушка. Но бордели были лишь цветочками. Настоящий ад Готлиб устроил у северных соседей. В Канаде. Монреаль. Мемориальный институт Аллена. Именно сюда, через подставные фонды, ЦРУ направляла сотни тысяч долларов выдающемуся канадскому психиатру доктору Юэну Кэмерону. Люди приходили к Кэмерону с обычными проблемами: послеродовая депрессия, легкий невроз или тревожность. А уходили, точнее, их увозили в инвалидных креслах. Они забывали, как говорить, не узнавали своих детей и теряли базовые инстинкты. Доктор Кэмерон верил в теорию психического вождения. Он считал, что человеческий мозг можно стереть до состояния чистого листа, а затем записать туда новую личность. Методы Кэмерона напоминали пытки гестапо. Сначала пациентов вводили в искусственную кому препаратами на 30, а иногда на 60 дней. 2 месяца человек лежал во тьме. В это время ему надевали наушники и сутками напролет прокручивали одну и ту же фразу сотни тысяч раз подряд. Чтобы сломать сопротивление мозга, Кэмерон применял электросудорожную терапию. Но если обычным пациентам давали напряжение в 110 вольт доли секунды, подопытным ЦРУ давали ток, превышающий норму в 30-40 раз. Люди кричали так, что им парализовывали связки препаратами, похожими на яд курары. Пациентов стирали в ноль. Женщина по имени Велмас Орликов пришла вылечить послеродовую депрессию. Кэмерон накачал ее ЛСД и погрузил в медикаментозный сон. Когда она очнулась, она не помнила своего имени и не понимала, что делать с вилкой и ножом. ЦРУ получила свой ответ. Да, человека можно сломать. Но создать из него новую программируемую личность оказалось невозможным. Сломанный мозг просто превращался в овощ. Программа МК-Ультра длилась 20 долгих лет. На нее потратили десятки миллионов долларов. Через нее прошли тысячи жертв. Но в 1973 году в Вашингтоне разразился Уотергейтский скандал. Пресса и общество начали задавать спецслужбам слишком много вопросов. Правительство стало терять контроль. Директор ЦРУ Ричард Хелмс понимает, если Конгресс узнает о том, что спецслужбы пытали американцев в борделях и психбольницах, руководство ЦРУ пойдет под трибунал, а агентство расформируют. Хелмс отдает беспрецедентный приказ – уничтожить все. Сидни Готлиб лично контролирует, как тысячи страниц секретных отчетов, дневников наблюдений, списков жертв и формул препаратов исчезают в огне. ЦРУ замело следы. МК-Ультра перестала существовать. Авторы эксперимента ушли на спокойную пенсию. Правосудие ослепло. Но они допустили одну крошечную бюрократическую ошибку. Ошибку, которая потрясла мир. 1977 год. Журналисты и сенатские комиссии пытаются докопаться до истины, но ЦРУ заявляет – никаких документов нет. Но Готлиб и Хелмс забыли про бухгалтерию. В другом, совершенно не связанном здании финансового архива ЦРУ, журналисты находят 20 тысяч чудом уцелевших бумаг. Это были не отчеты о пытках. Это были квитанции, счета-фактуры и финансовые проводки. ЦРУ щепетильно фиксировала, сколько денег потрачено на закупку ЛСД, аренду квартир в Сан-Франциско и гранты доктору Кэмерону. Начались грандиозные сенатские слушания. Сенаторы с ужасом зачитывали квитанции об оплате услуг проституток и закупке психотропных веществ для опытов над гражданами. Сидни Готлиба вызвали в суд. И как же ответил создатель этой машины пыток? Он применил лучшее оружие ЦРУ – амнезию. Готлиб заявил, что из-за возраста он совершенно ничего не помнит. Ни одного имени, ни одного эксперимента. Никто не понес наказания. Правительство Соединенные Штаты Америки выплатило жалкие компенсации нескольким семьям пострадавших, попросив подписать бумаги о неразглашении. Сидни Готлиб дожил до старости, выращивая коз в Вирджинии. Доктор Кэмерон спокойно умер в своей постели. ЦРУ заявила, что программа признана ошибочной и навсегда закрыта. Проект МК-Ультра стал величайшим кошмаром 20 века. Нам сказали, что эксперименты над разумом закончились в 70-х годах. Но давайте подумаем холодной головой. Цель МК-Ультра заключалась в контроле над поведением толпы.
поиском триггеров, которые заставят человека покупать то, что ему не нужно, и верить в то, чего не существует. Разве ЦРУ отказалась от этой идеи? Или они просто поняли, что ЛСД и электрошок – это слишком грубо? Зачем похищать людей и колоть им наркотики, если сегодня мы добровольно носим в своих карманах устройства, которые отслеживают каждый наш шаг, анализируют каждый наш страх и формируют наши мысли с помощью алгоритмов? Возможно, МК-Ультра не закончилась. Возможно, она просто стала цифровой. А что думаете вы? Могут ли спецслужбы тайно проводить подобные эксперименты прямо сейчас? Пишите свое мнение в комментариях. Это помогает пробивать алгоритмы YouTube. Подписывайтесь на канал Код доступа. Мы продолжаем искать правду там, где другие боятся включить свет. Доступ разрешен. Берегите свой разум.